Всем привет! Сегодня готовим очень простой, но безумно вкусный пирог с клубникой. Это любимый пирог моей мамы, и в нашей семье он прижился под названием «клубничное облачко», потому что это пирог не простой, а с секретом. Готовим его, как только появляется первая клубничка. И по традиции, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или страны вы нас смотрите. С вами Олеся на канале «Готовим дома». Для пирога нам понадобятся следующие продукты. Также для вашего удобства я оставлю ингредиенты в описании под видео, обязательно загляните. Беру 250 грамм сливочного масла. Масло я заранее достала из холодильника, оно нагрелось до комнатной температуры и стало мягким. Добавляю 40 грамм сахара. И маленький секретик. Для потрясающего аромата в тесто для пирога я добавляю чайную ложечку цедры лимона или апельсина. Тогда аромат стоит просто на весь дом. Также добавляю чайную ложку ванильного сахара или ванильного экстракта. Все хорошо перемешиваю. Кладу 2 яичных желтка. Еще раз перемешаю. Беру 300 грамм муки. Добавляю в муку чайную ложку разрыхлителя. Теперь частями добавляю муку и каждый раз после добавления новой порции муки перемешиваю тесто. Тесто стало уже довольно густым, его становится трудно мешать ложкой. Перекладываю на стол и добавляю оставшуюся муку. Вот такое мягкое и нежное тесто получилось. Оно немного липнет к рукам, но это нормально. Лишнюю муку, пожалуйста, не добавляйте. Застилаю форму пергаментом и выкладываю тесто. Размер моей формы 23 на 23 сантиметра. Вот так руками равномерно распределяю тесто по дну формы. Духовку я уже заранее разогрела до температуры 180 градусов. Выпекаю корж 20 минут до светло-золотистого цвета. А пока печется корж, я подготовлю клубнику. Ягоды я уже помыла, отрываю хвостики. Можно дополнительно обсушить ягоды на бумажном полотенце, чтобы в пироге не было лишней влаги. Здесь у меня 300 грамм клубники, на пирог этого будет достаточно. Также я немного обваливаю клубнику в крахмале, чтобы клубника сильно не пускала сок. Пока отставлю клубнику в сторону. В чистую миску вливаю 4 яичных белка и взбиваю белки до пышной пены. А затем в 3 приема всыпаю в белки сахар. Белки обычно легко и просто взбиваются в пышную пену. Здесь главное, чтобы миска, в которой взбиваются белки, была сухой и чистой. А также постарайтесь аккуратно отделить белки от желтков, чтобы ни капли желтка не попало в белки. Тогда белки без проблем забьются в пышную воздушную пену. Посмотрите, вот до такой консистенции мы взбили белки. Если перевернуть миску, хорошо взбитые белки не выливаются из миски, не шелохнутся и даже не сдвинутся с места. Песочный корж уже готов. Посмотрите, какого красивого золотистого цвета он получился. Достаю корж из духовки, а сверху выкладываю взбитые белки и вот так распределяю по всему коржу. Можно сделать такие красивые волны, они будут видны в готовом пироге, будет очень красиво. И теперь раскладываю клубнику. Немного вдавливаю ягоды в пышную пену из яичных белков. Эта белковая пена называется меренга. Пирог получается таким вкусным именно благодаря вот этой воздушной меренговой шапке. Все готово, и я возвращаю пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаю еще 15, ну максимум 20 минут, пока меренга не станет красивого золотистого цвета. Приготовь, поделись, подпишись. По вкусу и по консистенции меренговый слой очень напоминает суфле или безе. Он легкий и воздушный, как облачко. Отсюда и название пирога – клубничное облачко. А также слой суфле или безе с ягодами просто фантастически сочетается с нежным рассыпчатым слоем песочного теста. Пирог буквально тает во рту. Обязательно приготовьте этот пирог, друзья, вы тоже будете от него в восторге, я просто уверена. И если вам понравился рецепт, напишите в комментариях «Хочу пирог». Кстати, ягоды вы можете класть любые, пирог все равно получается бесподобно нежным и вкусным. Друзья, а если вы любите готовить и вкусно покушать, тогда подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые вкусные рецепты.
Новые видео выходят на канале 2 раза в неделю. А чтобы не потерять рецепт, поделитесь им с друзьями и подружками в соцсетях. Желаю вам приятного аппетита, прекрасного настроения, вкусного пирога. А с вами была Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока и скоро увидимся!